Сегодняшнего Михаила Ходорковского, по крайней мере, в лицо знает почти весь мир. А какого его мир не знает? Он рос в детском саду и в яслях возле завода. Но в то время трудно было достать какую-то одежду. И вдруг появились одежда из Болгарии. Она была очень яркая, и я ему купила штаны такого яркого морковного цвета с аппликациями. Так вот, все наши заводские работники до сих пор говорят: мы помним Мишу в красных штанах. Вот этого никто не знает. А внутренне, я рассказываю обычно, обычный ребенок, как все, но вот рассказываю всегда такую историю, что у них была воспитательница в детском саду, которая перед каким-то утренником не разрешила ему ложиться спать, а сказала: ты будешь носить стулья в зал. Он подошел к ней, это она мне сама рассказывала, посмотрел на меня своими, говорит, большими туманными глазами и сказал: не имеете права. Но это было, во всяком случае, до 6 лет. До 6 лет. А я сказала, что я тебя заставлю. А он сказал: тогда вы меня будете волочь. И я почувствовала, она мне ответила, сказала, что придется волочь, он не пойдет. Я сказала: Ирина Владимировна, вы его плохо знаете. Ему надо было сказать по-хорошему: Миш, ты сильнее всех, крупнее. Помоги мне стулья перенести. Он бы вам не только стулья, он вам столы принес. И вот это, по-моему, мне кажется, вот эта черта, она сохранилась до сих пор. То есть его не надо было сажать, с ним надо было говорить, если были какие-то претензии. Именно, он договороспособный, только с ним надо говорить не с позиции силы, а с позиции убеждения и логики. Мы жили в очень безобразной квартире, наша соседка болела сифилисом. В те годы никого не отселяли, а как жили, так и могли жить, несмотря на то, что везде хлопотали и так далее, так далее. Мне сказали, ответили на это, что я достаточно культурный человек и знаю, как соблюдать санитарию и гигиену. И соблюдали мы ее таким образом. Когда Миша входил в квартиру, Боря ему говорил: руки назад, чтобы ни до чего не дотрагиваться. Так что для него это было, наверное, не вновь. С чего началась его предпринимательская деятельность? Я очень хорошо помню, потому что это было для нас достаточно потрясением. Поскольку ученик был очень хороший и прочили ему достаточно большую карьеру в химической области. В 10 классе один академик водил его на симпозиум в университет. Я помню его слова, он сказал: так, ты, конечно, там ничего не поймешь, то, что там будет, но ты поймешь общее направление химии в мире. Так что прочили ему карьеру. А потом, в один прекрасный день, когда началась перестройка, ректор Ягодин тогда был, он привел Мишу, еще каких-то ребят, таких энергичных, инициативных, в какое-то помещение в институте, где с пола до потолка на полках лежали, как он сказал, кандидатские, докторские. И он сказал: хорошо, и ты напишешь, может быть, даже блестящую. Но ее никогда никто не воплотит в жизнь, потому что промышленность и общая направленность у нас в стране пока что где ничего не воплощается. Поэтому мы вам предлагаем заняться тем, чтобы в стране развивалась промышленность, а для этого нужно инициативные ребята. С этого и началось. С этого и началось. Причем, как ни странно, даже Лужков принимал в этом участие. Ангабедян, Яковлев, Александр Яковлев. Они, собственно, уговаривали ряд ребят заняться бизнесом, грубо говоря, бизнес, или как это уже назвать, да? Предпринимательством для воплощения каких-то технических вещей в жизни. Вернее, я не затрудняюсь, я понимаю, что вокруг него были единомышленники. Во всяком случае, наши заводские пенсионеры звонили мне и говорили: Миша делает все правильно. Вообще каждый раз и в лагере, и в СИЗО, когда я задаю ему вопрос о том, какие бы у тебя бытовые условия, он всегда говорит: не надо об этом говорить, это меня не напрягает.
Он когда-то мне сказал, знаешь что, ты же знаешь, я все умею. Я умею постирать и вымыть посуду, и все сделать. Он у меня один рос, и дома оставался с 1 класса один. Так что он в этом плане... И когда какая-то журналистка забыла я, из «Комсомольской правды», что ли, написала о том, что ей кто-то сказал, кто якобы с ним сидел, что Миша отказывался мыть пол в камере, ну, я только посмеялась. Я думаю, что он мыл лучше всех, и еще всех остальных тоже составлял, содержать в чистоте. С 2003 года Михаил Борисович находится в условиях несвободы. Видя его нечасто, видя его достаточно ограниченное время, какие изменения видите в нем? Ну, 7 лет – это 7 лет, и человек меняется и на свободе за 7 лет. А за 7 лет таких испытаний, естественно, человек сильно меняется. Но я бы сказала, эти изменения положительные, а не отрицательные. Он стал как-то мудрее, он пересмотрел многое из того, о чем раньше он не мог задумываться из-за вот такого невероятного темпа жизни, который обусловлен был огромным вот этим предприятием, которым он занимался. Поэтому изменения, конечно, есть. Я бы сказала, он стал умнее и мудрее. И мягче, как ни странно. Вы оба сильные люди. Вы с ним воевали? Был период? Когда он занялся бизнесом, я, конечно, была против этого. А это на уровне генов. Потому что в свое время моя мама, ну, это не только моя мама рассказывала, это я вообще знала, как все из литературы, но в том числе и мои родители рассказывали о том, что когда голод был, революция и прочее, а потом, значит, вот наступил НЭП, и как мне мама рассказала, что вот там, где Манежная площадь, это же был охотный ряд, это был рынок, и что буквально в январе появились, вот как сейчас, клубника в корзиночках и свежие огурцы, и все стало дешево. Ну, тогда еще были живы, видимо, старые связи у купцов или каких-то промышленников. И мама всегда говорила, что я пошла на рынок и за какие-то вот прям маленькие деньги купила 2 десятка яиц, и мы сделали с папой яичницу, и первый раз, говорит, наелись за все эти годы, а потом их всех посадили. И когда Миша занялся бизнесом, вот какой-то был разговор об этом, я ему сказала: Миша, а тебя не посадят? Он сказал: мам, ты что? Сейчас перестройка, сейчас все по-другому. Сейчас совершенно этого не вернется ничего. Ну вот этот червяк, он во мне сидел все годы. Потому что мне всегда казалось, что опять будет то же самое. Сначала дадут людям что-то сделать для страны, для себя, а потом это все отберут. Так оно и получилось. В последнем слове он сказал, что он человек идеи. Идея, которую он отстаивает сегодня, понятна. А какая была идея до 2003 года? Вы знаете, тогда, наверное, была идея, как он всегда говорил, что каждый должен заниматься своим делом. Вот сейчас ему все время прочат политическую, так, что он хотел заняться политикой. Нет, он никогда не хотел заняться. Он всегда говорил: вот мне дано делать деньги государству. Вот, наверное, это была идея. Можете вспомнить какой-нибудь яркий подарок, который он вам сделал? Вот один раз могу сказать, он был в Арабских Эмиратах и приехал ко мне в день моего дня рождения, прямо с самолета. Вынимает из портфеля коробочку, ну, такую ювелирную, открывает, а она пустая. По-моему, если бы там лежало не знаю что, но мне не досталось такого удовольствия, как посмотреть на его физиономию. Я так хохотала. Потом он восстановил вопрос. Он это купил, пришел, положил на тумбочку возле, в номере и побежал расплачиваться за гостиницу. Но, видимо, в это время кто-то зашел, понимая, что человек не будет смотреть, а сунет в чемодан и поедет. Ну, вот так. Это было очень смешно. Что он будет делать, когда выйдет из-за решетки? Смотря когда выйдет. Смотря когда выйдет, смотря что будет со здоровьем. Но я думаю, что ему сейчас надо отдавать долги детям. Дети Кораллова. Дети, которые воспитываются здесь, в лицее. Я понимаю, что в какой-то степени для них он икона. В какой-то степени. Но вот помимо этой иконности, что еще?
для этих детей Кораллова Михаил Борисович Ходорковский? Понимаете, вот я вам могу привести такой пример, что, ну, я говорю, конечно, о старших детях, которые уже что-то понимают. Ну, во-первых, вот эта речь его, они ее слушали, прослушивали по несколько раз, она произвела на них большое впечатление. А в принципе, в прошлом году или позапрошлом, я уже сейчас, в прошлом году, один 11-классник на ЕГЭ, ну, была какая-то тема, ну, видимо, с такого с плана, с кого я беру пример, да? Он написал, с кого он берет пример. Ну, мальчик полный сирота, мы очень испугались, что он не сдал ЕГЭ, и что он будет делать. Он получил хороший очень балл. Можно ли, на ваш взгляд, в чем-то убедить людей, которых нельзя назвать поклонниками Михаила Борисовича? Нет, я не считаю. Я считаю, что каждый человек имеет право на свое собственное мнение. Единственное, у меня только вот ощущение, что вот эти люди, которые так говорят, они просто ничего не знают. Они не читали, не слушали, потому что они не в теме. Просто классовая ненависть, вот и все. Потому что те, кто даже из людей несогласных, но которые вошли в тему по-серьезному, они так не говорят. Достаточно острый интерес, который проявляют к процессу общества и не только в России. Может быть, этот интерес только мешает? Люди спрашивают на разных уровнях, а помогают ли их какие-то действия вот, процессу и прочее. Я на это ответила, что, возможно, если бы его забыли, то его постигло бы судьба Магнитского. Вот это то, что я сказала.